Прежде всего, обратите внимание на это. Довольно внушительно. Как шутят пользователи в сети, что если бы у оригинального покера был сиквел, то это была бы игра под названием Balatro. Эта игра привлекла мое внимание после новости о том, что она вошла в тройку лидеров на Steam Deck в марте, наравне с Helldivers 2 и Stardew Valley. Загуглив, оказалось, что Balatro — это довольно простой, но крайне залипательный покерный рогалик. Рогалики я люблю и прекрасно понимаю, насколько увлекательными они могут быть, однако смутило то, что это именно покерный рогалик. К покеру у меня, в принципе, довольно прохладное отношение, да и знаний на эту тему не то чтобы уж очень много, но, как бы то ни было, игра была запущена около 11 вечера, а в себя я пришел только в районе 4 утра. Balatro крайне интересная и залипательная игра, подтверждаю. А еще это подтверждает 97% положительных отзывов в Steam на момент записи видео. Так что давайте вкратце попробуем разобраться, в чем же ее феномен такой запредельной аддиктивности. Поехали! Прежде всего стоит отметить, что если вы ничего не знаете про покер и играть в него не умеете или не хотите, то разобраться в игре и получить удовольствие можно все равно без особых проблем. Это не покерная игра, это больше игра по мотивам покера. От оригинала в Balatro есть лишь сама карточная колода, некоторая терминология и механика комбинаций, с которой в любой момент, в общем-то, можно свериться. Ну а так как игра по духу — это рогалик, то нас ждет практически бесконечное количество билдов, комбинаций и стратегий при каждой новой игре. Если играли в Hades, того же Айзека, понимаете, в чем прелесть подобных игр, где каждый новый заход дарит совершенно новый опыт в зависимости от того, с какой способности началась твоя прокачка. Сравнение это, конечно, не по механикам, а больше по ощущениям от игры. По жанру Balatro это скорее головоломка с элементами рогалика. Принцип игры довольно простой. Это первый раунд, и по условию нужно набрать 300 фишек. Собрали, к примеру, пару карт одного достоинства. Смотрим. Так, у нас пара, множитель на 2. Считаем. База 10, достоинство 6 плюс 6, множитель 2, получается 44. Разыграв комбинацию, мы разыграли одну руку. И если этот параметр закончится, то конец игры и начинаем заново. Смотрим дальше. Ага, 2 пары. Смотрим подсказку, разыгрываем, получаем наши фишки. Если подходящей комбинации не выпало, можем сбросить ненужные карты. Это считается как один сброс. Количество рук и сбросов разнится в зависимости от выбранной колоды. Итак, набираем нужное количество фишек, раунд закончен, подсчитываем денежки и переходим в магазин. И вот тут начинается самое интересное, та самая механика рогалика. В конце каждого раунда за деньги мы можем наши карты и комбинации улучшать. Для этого покупаем, к примеру, бустер планет, выбираем нужную комбинацию и видим, что множитель теперь прокачался. Или используем аркана бустер и улучшаем нужную нам карту. Можно покупать новые карты с разными способностями и уничтожать старые, если они вам, например, мешают. Наши колоды не ограничены изначальным количеством карт. При желании можно собрать колоду одной масти, если вы, например, выбрали стратегию использовать флэш, то есть комбинацию с одной мастью. Или колоду в большинстве своем, состоящую из карт с лицами. Это валеты, дамы и короли, ну и так далее. Тут воображению есть где разыграться, все зависит только от вас и вашей удачи. Но даже несмотря на все то многообразие возможностей, которые дают нам бустеры, самая главная механика, вносящая просто невероятное разнообразие в каждую сыгранную игру, это джокеры. Они уютно размещаются сверху экрана и вносят контролируемый хаос в каждую партию. Например, вот этот джокер дает картам с мастью пики плюс 4 множитель при подсчете. Кстати, очередность джокеров в руке кардинально может изменить ваш результат. Джокеров в игре на момент записи видео аж 150 штук. Некоторые открыты изначально, некоторые открываются по мере того, как вы играете, при выполнении определенных условий. Это же касается и всевозможных бустеров, карт и купонов в магазине. Они открываются со временем. Другими словами, все как в лучших представителях жанра. Чем больше играешь, тем мощнее становится твоя колода, и тем дальше ты можешь продвинуться. Ну и, естественно, учитывая успех игры, разработчик будет выпускать со временем новые паки с джокерами и бустерами. Ну а что касается структуры Balatro, то все выглядит таким образом. Анте — это, другими словами, уровень игры. В каждом уровне 3 раунда, 2 обычных и 1 особый. Назовем его босс. Боссы рандомные, и каждый из них привносит какую-нибудь пакость условия. Этот, например, ослабляет все карты с мастью бубна, их использовать нельзя. Каждый раунд игры увеличивает количество фишек, которые нам нужно заработать.
После победы над боссом в магазине появляется случайный купон со всякими приятными плюшками. Например, навсегда увеличивает количество карт в руке, ну и так далее. Моих слов просто не хватит, чтобы описать, какая же увлекательная игра получилась. Иногда такой восторг возникает, когда невыигрышная на первый взгляд стратегия вдруг расцветает и начинает приносить крышесносящие результаты. Главное понимать, каким образом ты хочешь играть, что зачастую зависит от первых купленных джокеров. Вы совершенно спокойно можете достичь высочайшего счета даже простейшей комбинации с парой карт, если у вас грамотно подобраны ваши джокеры и усилители. Пройдя первые колоды, очень интересно проходить особые, с необычными условиями. А учитывая то, что джокеры, купоны и усилители постоянно добавляются новые, игра очень долго не наскучит, при условии, что вы поймали волну и поняли ее. Отдельно хочется отметить музыку. Она совершенно точно создает непередаваемый вайб, хорошо настраивающий на атмосферу. Минус, правда, в том, что разнообразия, мягко говоря, немного, и после нескольких часов игры вы потом еще 2 дня будете ходить и спать с этим мотивчиком в голове. Визуал простой, но сделан со вкусом. Эффекты LT можно отключить в опциях, что, собственно, я и сделал. Русский язык присутствует пока что в бета-режиме, шрифты такие себе, честно говоря, но, как это часто бывает, силами простых пользователей этот аспект допилен, и качественный перевод можно найти на GitHub. Стоит только загуглить. Из минусов отмечу лишь сильно возрастающую сложность в середине 30-х раундов, хотя, может быть, это все-таки вопросики ко мне, и мне только кажется, что я хорошо играю. Что в итоге мы имеем? А имеем мы внешне простую, но невероятно глубокую игру с практически бесконечным чистым геймплеем. Баллатор просто нереально затягивает. Если попытаться в самоанализ, то заметно, как игра мастерски оперирует нашим уровнем дофамина. То ввергая в отчаяние, когда только чудо может спасти от проигрыша, то вызывая искреннюю эйфорию, когда множители множатся, а карты и комбинации приходят те, что нужно. Качает, как на волнах, короче говоря. Справедливости ради стоит отметить, что именно так и работают азартные игры в реальной жизни, но в отличие от них у вас не возникнет желания просадить последние деньги и заложить квартиру. Кстати говоря, микротранзакций в игре нет, и стоит она совсем небольшие деньги. Однозначно рекомендую практически каждому, пока что это лучший рогалик и по совместительству самая залипательная игра этого года. Осталось лишь дождаться релиза не только на ПК и Steam Deck, но и на мобилках. Формат игры очень хорошо туда впишется и будет чем занять себя в метро или в автобусе. Ну а на этом у меня все на сегодня. Если видео понравилось, то не жалейте лайков и комментариев. Это будет безумно приятно автору, то есть мне, а также поможет развитию канала. К слову, это канал Платоси, а мы увидимся в следующем видео. Пока!